Меня зовут Кучинский Кирилл, я уже больше 10 лет профессиональный трейдер. Записываю это видео тем людям, кто только начинает торговать, я думаю, что оно будет полезно, и тем, кто, в общем-то, начал и у него не сильно получилось. А также я честно скажу, что, может быть, даже профессионалам, которые уже сейчас торгуют, уже сейчас этим занимаются, это можно рассматривать просто как обмен мнениями. Поскольку я в трейдинге больше 10 лет, получил за это время массу опыта, где-то очень болезненного, где-то очень позитивного, ровно поэтому мы сейчас с вами общаемся. Хотел поговорить о тех 5 вещах, которые я хотел бы знать до того момента, как я начал торговать. Первое, что я хотел бы знать, это как выявлять закономерности и как их проверять. У меня есть хорошая история про 2020 год, когда я нашел показатель, который четко показал на то, что дно падения близко, и он позволил заработать денег. Другой момент, что этот же показатель ничего не предсказал в 2022 году. И это абсолютно четкая ошибка выжившего. То есть тебе один раз повезло, ты что-то нашел, и ты думаешь, что это будет работать вечно. Это никогда не будет так. Очень важно уметь проверять гипотезы, а не просто заниматься подгонкой результата. Второе, что я хотел бы знать, и хотел бы знать сильно заранее, а не обучаться в процессе, это типы инструментов. У меня был опыт торговли бандами, потом акциями, затем фьючерсами, затем опционами, затем сложными продуктами. Почему важно понимать типы инструментов? Потому что для каждого из типов инструментов характерны свои стратегии управления. То, что работает на бандах, может быть, скорее всего, не будет работать на акциях. А опционы — это вообще свой отдельный мир, в который нужно погружаться только после того, как ты освоил все остальное. Из того, что делаю сейчас, это фьючерсы и опционы. И, собственно, я точно знаю, что это то, что делает большинство достаточно развитых крупных компаний. Третье — это психология, это настрой. Я помню, даже мы читали книгу, которая говорила о том, что в трейдинг-руме температура должна быть 19 градусов, потому что ровно 19 градусов заставляет твой мозг соображать и работать, у тебя некомфортные условия, тебе холодновато. А если поставить 23,5, то ты будешь настроен на расслабление и совсем не будешь искать решений, которые бы нашел при 19 градусах. Это внешние условия, которые влияют на психологический настрой. Сама психология — это то, что, в общем, к чему я пришел. Что самое главное — не торопиться. Не торопиться ни в принятии решений сиюминутных, когда ты торгуешь, не торопиться ни в принятии решений по стратегиям. И то требует доскональности, выверенности и достаточно скучной и, в общем-то, прилежной подготовки. Еще момент такой, что психология трейдера — это отсутствие эмоций, это анализ ситуации. Тем, кто слишком много эмоционирует, те, кто реально сильно реагирует на какие-то негативные явления или, наоборот, на суперпозитивные, им, к сожалению, сюда входить нельзя. Просто нельзя, и все. 4 red flag для трейдера — это страх, жадность, эйфория и отчаяние. Вот этого всего нельзя от слова совсем. Что точно нужно — это дисциплина и соответствие торговому плану. Системная работа с результатами — это must. Без него вообще никуда. Также терпение. Это то, что не хватает подавляющему большинству трейдеров. Оно касается как момента входа в позицию, так и момента выхода. То есть очень много кто хочет, вот сейчас упало, надо вот сейчас прям купить. Или наоборот, купили, чуть-чуть отросло, все, это ровно то, что нам нужно, это плюс, все классно. А системно это не дает результата. Из этого пункта номер 3 выходит пункт номер 4 про баланс жизни. Если ты не выспался, если ты не занимаешься спортом, если у тебя не полноценный рабочий день, который встроен в твою систему жизненных интересов, то, скорее всего, результат тебя не очень обрадует. Что нужно для того, чтобы быть успешным? Как это? Ну, хочешь быть успешным, будь им, какая... Какие вопросы? На самом деле, это первый режим. Режим — это не обязательно про подъем в 5 утра. Это про общую дисциплину и про постоянство. И самое главное, режим — это то, что вас наполняет жизненными силами. Кому-то 5 утра — это отлично, а кому-то это будет совсем мимо. Самое главное — это то, чтобы все, что есть, оно было гармонично, и по результату того, что вы делаете, и работа, и развлечения, и спорт, они наполняли вас энергией. Вот если вы делаете что-то, что не поддается этому правилу, то, скорее всего, на результатах работы оно, безусловно, скажется. А если вы будете делать что-то, когда у вас нет энергии, когда, в общем-то, подход будет такой, что да, оторви и брось, это всегда будет приводить вас к неправильным решениям. Будь то решение по торговле, что мы делаем с позицией,
будь то решение по стратегии. Вот разрабатываете стратегию, а она не получается, не складывается, не находится. И вы просто будете отодвигать то, что, скорее всего, могло принести денег. Или не видеть, как можно модифицировать. Потому что, энергии нет, все, батарейка села. Вот это то состояние, которое категорически нужно избегать при принятии решений, при разработке. Из этого состояния достаточно легко выйти, но самое главное, себя сложно в нем контролировать. Ты в нем или не в нем? И, к сожалению, вот это и есть понимание того, находишься ты в состоянии для перформанса или нет, это то качество, которое необходимо для трейдера. Из личного опыта могу сказать, что совершенно не обязательно торговать каждый день. Совсем не обязательно устраивать гонку, потому что рынок не всегда дает те сигналы, по которым нужно заходить. Как только ты начинаешь либо заходить не по сигналам, либо тебя начинает где-то жать. Жать в каком плане? Жать в эмоциональном плане, что ты хочешь зайти или наоборот хочешь выйти. Это точно приведет к ошибкам. Еще очень важный момент. Все всегда очень хотят ориентироваться на, безусловно, положительный опыт. Что вот я проинвестировал в биткоин, он вырос, я вот такой трейдер, все колебания вниз-вверх ловлю, все классно. На самом деле в трейдинге очень большую роль играет работа над ошибками. Поэтому, что я хотел бы видеть до того, как я начал заниматься трейдингом, это истории провалов. Но истории провалов не в том плане, что кто-то делал неправильно и прогорел. Это совсем не то, что поможет скорректировать стратегию. А историю провалов с точки зрения анализа ситуации. Какие шаги были сделаны, почему и что было сделано неправильно, и как это можно скорректировать. Про это никто писать особо не любит. И это то, что было бы крайне ценно. Смотрите, если распсиховаться, можно принять неправильное решение и получить психологическую травму. И она будет являться таким блокером для дальнейшей успешной торговли. У меня есть знакомые, которые были очень успешны, достаточно долго давали стабильный, хороший результат. Потом получили травму, и пришлось очень-очень сильно долго восстанавливаться до нормального перформанса. Этот процесс занял очень много времени, непозволительно много. Еще один важный момент, который, как говорится, опыт сын ошибок трудных. Очень важно не отвлекаться. Вот это, кстати говоря, не отвлекаться, это к тому, что торговать 5-6 разными продуктами, на мой взгляд, очень проблематично. То есть, если ты будешь отвлекаться на 5-6 разных акций, смотреть по ним новости и мониторить, это очень тяжело. Второй момент. Очень важно концентрироваться только на трейдинге. Ничего больше в момент принятия решения тебя волновать не должно. Потому что даже тот факт, что ты пошел делать себе кофе, он тебя отвлекает. Ты вышел, переключился, потратил какое-то время, приходишь, а там бах, и что-то не то. Вот этого надо избегать. Очень хороший вывод отсюда следует, что если вы торгуете дома и вы самостоятельно являетесь инвестором, принимаете решения, можно смело объяснять своей лучшей половине, что вас в этот момент дергать нельзя, особенно по домашним делам. И как выходило с просадок? Да, выходит всегда очень тяжело. То есть про это просто никто не пишет, что это связано с переживаниями, это связано с поиском финансирования, это связано с тем, что нужно что-то новое, какая-то новая вводная. Почему и как, что ты будешь делать для того, чтобы выйти. То есть ты должен либо новую торговую стратегию придумать, либо что-то должно поменяться на рынке. Ты должен быть предельно концентрирован, при том, что вот у тебя только что, скорее всего, фон будет негативный. Что такое просадка? Ну, она кому радостна? Только тому, кто на ней заработает. У нас будет отдельное видео по этому поводу, кстати. Я точно знаю одну компанию, которая, в принципе, провалившись на торговле традиционными инструментами по объективным причинам, она резко переложилась в биткоин. Возможно, у них была супераналитика, возможно, так совпало, но просто перекладывание в другой актив, который на тот момент демонстрировал супердоходность, оно, в общем-то, вытащило им весь бизнес. Поэтому это важно знать, важно иметь в виду с точки зрения того, вот сейчас не получилось здесь, а точно ли я все делаю правильно, или можно переключиться на другой сектор. В конце я бы точно хотел сказать, что я бы делать не стал и, соответственно, не советую вам. Первое – это принятие импульсивных решений. Второе – это следование магической кнопки кэш-ин, абсолютное доверие к тем, кто обещает вам сейчас удвоить, утроить депозит, или прослушать курсы волшебные, после которых вы замечательно станете после 2-недельного ознакомления торговать как профессионал. Третий момент – не доверять тем, кто не является регулируемым. Нерегулируемым брокерам, нерегулируемым финансовым аналитикам или биржам. Вот этого делать не стоит. И последний пункт – это книги. Очень часто вижу подборки книг, которые здесь, сейчас, после прочтения сразу научат вас торговать. Вот этого не произойдет, если вам такой результат обещают в книге. Как правило, нужно смотреть на того, кто эту книгу написал. Какой у него трек, чем он занимался, насколько он профессионален, насколько он успешен в своем бизнесе. Очень показательный пример – это книга «Секрет» и одноименный фильм. Большинство из ее героев, они либо были разоблачены как мошенники,
либо отбывают по разным причинам уголовные наказания. Были ли там хорошие, позитивные, вдохновляющие мысли? Конечно, были. Стоит ее рекомендовать? Да скорее нет, чем да. В книге было указано масса идей, которые такие прямо вот вдохновляют на хорошие действия, а в реальности они никакого подтверждения не нашли. Поделитесь вашими мыслями в комментариях и задайте вопросы, если они у вас есть. Мне будет очень интересно ваше мнение. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых выпусках.